Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья! Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание народным приметам на 6 апреля. Обращаем ваше внимание, что именно сегодня, перед великим праздником Благовещения Пресвятой Богородицы, ни в коем случае не делайте так, чтобы не потерять деньги. Далее, друзья, мы все более подробно поговорим в этом видео. Итак, 6 апреля церковь отмечает предпразднество Благовещения Пресвятой Богородицы. А вот в народе этот день был известен как праздник Артемон Дери Полос. Предпразднество и попразднество отлагаются, если Благовещение выпадает на Страстной или Светлой Седмице. В этот день было принято семена для посадки освещать. Для этого специально ходили в церковь. Согласно старому календарю, в этот день еще был снег, и он подмерзал к ночи. Тот хозяин, который не смог вовремя поменять сани на телегу, мог впоследствии ободрать полозья. В этот день, 6 апреля, проводили необычные обряды, а чтобы выгнать нечистую силу, разводили огонь во дворе и ходили вокруг дома. И для того, чтобы указать путникам дорогу к церкви, люди разводили огонь вдоль дороги. Вечером начинали подготовку к большому празднику, к Благовещению. Всю работу, считалось, сегодня нужно было сделать до обеда. Если вы что-то будете делать после, то это считался большой грех. Если наблюдать в течение дня за погодой, она может нам и о многом рассказать. Если у вас есть глобальные планы на какой-то период, то народные приметы помогут построить более точные планы. Весна будет такой же, если сегодня в течение дня будет тепло. Хорошая проса родит, если выступит роса утром. Овес вырастет, если ударит мороз. А гречиха уродится, если снег пойдет в этот день. Запрещено в этот день выяснять отношения, ругаться, обижать человека или делать нехорошие вещи. Все вскоре вернется бумерангом. Не вздумайте себя сегодня окружать людьми, с которыми у вас негативные эмоции возникают. Нужно обходить, прощаться навсегда и находить другой круг общения. Ваши собеседники должны вдохновлять на новые поступки, мотивировать своими рассказами. Плохое отношение и ругательство не приведут ни к чему хорошему. Старайтесь обходить все колючие темы и проще реагировать на ситуацию. Не оставайтесь в ссоре сегодня с людьми. Земля круглая, и кто знает, может, через несколько месяцев или лет вам придется вместе с этим человеком работать или заниматься другой деятельностью. Будьте добрым и открытым человеком. Общение очень заряжает. Вы обмениваетесь информацией и узнаете много нового и полезного для себя. Вы развиваетесь в новых направлениях. Всегда проявляйте мудрость в любом вопросе. Не нужно ругаться и махаться кулаками. Со стороны, конечно, покажется, что вы невоспитанный человек, но излучайте только хорошее, и оно к вам будет притягиваться магнитом. Нельзя сегодня проводить любые работы после обеда. Всю физическую работу нужно оставить или перенести на другой день. Сегодня можно позволить себе немного отдохнуть. В середине недели это будет очень кстати. Произойдет небольшая перезагрузка. Сегодня дайте себе слабинку и после рабочего дня не думайте ни о чем. Можно сегодня даже заказать доставку еды, скушать что-то вкусненькое, а не стоять у плиты вечером. Включите любимый сериал или программу. Пора посмотреть несколько серий подряд, не отвлекаясь, а то вечно раньше не хватало времени вам на это. Сегодня можно почитать и любимую книгу, на которую тоже не хватало обычно сил после тяжелого дня, или начать читать вовсе новую книжку. Возможно, стоит поменять жанр, вдруг понравится. Сделайте сегодня все для того, чтобы расслабиться. Возможно, вам нужен этот день, чтобы провести время один на один с собой, без лишних разговоров и криков. Просто побудьте в тишине. Не стесняйтесь своих желаний, такие разгрузочные дни тоже очень нужны.
Забудьте на день о стирке, глажке и уборке. Не нужно сегодня думать о плохом, а тем более кому-то желать. Вы точно не такой человек. Дарите людям добро и улыбки. Отдавайте только теплую энергетику. Соберитесь всей семьей сегодня за ужином. Поделитесь последними новостями. Расскажите за свои планы на будущее. Пожелайте друг другу здоровья и благополучия. Молодому поколению любви и терпения. Обсудите совместную прогулку или поездку в ближайшие выходные. Возможно, вам нужна экскурсия для всей семьи. История нового города точно вам не помешает, и вы сможете развить свой кругозор. С этого дня плохо проходят все финансовые операции, так что лучше не проводите сегодня операции с большой суммой денег. Сейчас же также совершать запрещено пересчет денег. Лучше всего откладывайте деньги и не совершайте в этот период крупных покупок или вообще забудьте на них на полгода-годик. Сны в этот день позволят вам разобраться в своих романтических отношениях. Вы со стороны увидите, как обстоят дела с вашей второй половинкой. Если по окончанию сна вы останетесь довольными, значит все идет по плану и нужно двигаться в том же направлении. А если будут пугать вас кошмары и ужасы во сне, значит нужно задуматься, все ли вы правильно делаете. Возможно, сейчас период той самой романтики. Добавьте чего-то новенького в отношения. Постарайтесь удивить друг друга. Не стесняйтесь говорить о своих чувствах, можете доверить своим любимым свои самые сокровенные мысли. Не нужно радовать друг друга чем-то материальным, подарками, сюрпризами. Сейчас самое время проявить заботу именно в мелочах. Сделать массаж, приготовить завтрак или обед, отправиться на прогулку и часами болтать без умолку. Давние личные отношения сегодня могут перерасти в официальный союз или же в отношениях может быть достигнуть какая-то стабильность. Если вы уверены в человеке и в своих чувствах к нему, то сегодня день подходит и для заключения брака. В целом, потом эти отношения будут крепкими и долгими, и даже с вашей парой будут брать пример. А именины отмечают 6 апреля следующие: Артемий, Владимир, Мартин, Петр, Степан и Яков. Также 6 апреля было принято изгонять из дома нечистую силу. Поэтому, если вы живете в доме, то разожгите около дома костер и обойдите вокруг участка. А вот квартиру от нечисти можно очистить с помощью окуривания или окропления святой водой. Также 6 апреля нужно переделать все важные дела. Почему? Как мы уже ранее в этом видео сказали, 7 апреля отмечается большой церковный праздник Благовещение, поэтому в этот день запрещена любая работа, при этом как умственная, так и физическая. Поэтому, если вы планируете уборку или физическую нагрузку 7 апреля, лучше перенесите все это все-таки на день раньше. А вечером 6 апреля отправьтесь в церковь. В этот день там можете осветить семена для рассады. Девушки также набирались сил перед ночной службой. Считалось, что если незамужняя девушка выстоит всю службу, то выйдет замуж за хорошего человека. Также обращаем ваше внимание, что в день Артемона нельзя ругаться, особенно с детьми и стариками. Это может принести несчастье в семью. Весь день стоит провести со своими родственниками. Также обращаем ваше внимание, будьте сегодня внимательны и осторожны. Также, как мы уже сказали, не занимайтесь сегодня никакими финансовыми операциями, в том числе и не считайте деньги. Иначе, если вы ослушаетесь этого запрета, то финансовые дела пойдут хуже. Также, друзья, не работаем сегодня и постарайтесь все по дому завершить сегодня до темноты. Ну а далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 6 апреля 2022 года. По лунному календарю нас с вами ждет 6 и 7 лунные дни. Растущая луна в знаке зодиака Близнецы. Сегодня день покоя и смирения. Также этот день ни в коем случае не подходит для напора и активных действий. Не ждите сегодня неожиданных событий. Сегодня прекрасный день для завязывания знакомств, построения новых планов в рамках задуманного в начале лунного цикла.
Также сегодняшний день хорош и для поимки преступников. Этот день позволяет человеку напитаться положительной энергией и почувствовать себя бодрее и сильнее. Приобщение к неземной энергии позволит постичь многие прописные истины, которые раньше были недоступны для понимания. Именно в этот день зерна можно отобрать от плевел, постичь, где правда, а что все-таки было ложью. Интуиция, телепатия, чувствительность – все это может максимально обостриться. Пророчества и предсказания, данные в этот день, имеют больше шансов сбыться, чем в любое другое время. Об этом говорит один из символов этого дня – облако, которое трактуется как пророк, открыватель божественной истины. Сегодня рекомендуется спокойно заниматься своими обычными делами. Не ропщите на жизнь, обстоятельства, близких. Любому недовольству сейчас не время. Принимайте все таким, как оно есть. Что же касательно стрижки, то это день, когда нужно без лишних раздумий сказать решительное «нет» любым стрижкам, укладкам, наращиванию и всему, что касается ваших волос. Этот день не подходит для визита к парикмахеру. Все вышеперечисленное не принесет вам пользы и, скорее всего, ослабит и заберет энергию ваших волос. Волосы будут казаться безжизненными, а секущиеся кончики неприятно напомнят о себе. Если у вас возникла идея начать оздоровительный курс, то именно в этот день этого делать не стоит. Вы просто потратите ваши деньги впустую. Пренебрегая этим простым запретом, вы рискуете вместе с волосами потерять и свое здоровье. Несмотря на все это, день обещает быть достаточно приятным и насыщенным событиями. Что же касательно окраски волос, то волосы сегодня лучше все-таки не красить. Это может расстроить ваши отношения с коллегами. Сделайте сегодня строгую прическу и зафиксируйте как вариант ее лаком. Этот день будет богатый на бурные эмоции. Многим даже захочется побыть в одиночестве, чтобы привести в порядок свои разгулявшиеся чувства. Эмоции не будут негативными, просто их количество будет зашкаливать и, к сожалению, в какой-то степени не поддаваться контролю. Сегодня предпочтительно не одалживать ни деньги, ни вещи, иначе вместе с одалживаемым добром будут забраны покой и удача дарителя. Поэтому 10 раз подумайте над тем, как это сделать. Вот такой, друзья, у нас с вами день 6 апреля. Обращаем внимание на народные приметы, на лунный календарь. А с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, обязательно заходите на сам канал. На канале у нас очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Ставьте лайк и обязательно делитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна.